Итак, друзья, вот такое количество у меня получилось. Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный салат из фасоли на зиму. В этом салате настолько идеально сочетается сахар, соль, уксус. Просто пальчики оближешь. Мы с Алексеем уже продегустировали этот салат на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, добро пожаловать! Как многие уже знают, совсем недавно мы переехали в Турцию, и рецепты для вас снимаем из этой солнечной, гостеприимной, замечательной страны. Поэтому, кому интересно, добро пожаловать! Ссылочка, как всегда, внизу в описании. Будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной. Я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейший салат из фасоли на зиму. Мы начинаем! Итак, друзья, приготовление вкуснейшей консервированной фасоли мы с вами начинаем с вечера. С вечера нам необходимо замочить фасоль, предварительно промыв ее 2-3 водами. Под проточной водой пойдемте промоем фасоль. Итак, фасоль я промыла 3 водами, воду слила и дальше заливаю водой фасоль так, чтобы она полностью была погружена в воду. Оставляем таким образом на ночь фасоль. Забыла сказать, изначально фасоли в сухом виде у меня было ровно 500 грамм. Все, на этом сегодня наша миссия заканчивается. Завтра мы с вами будем консервировать фасоль. Итак, друзья, прошло у нас ровно 12 часов с вами. Я разок промою фасоль, чтобы вот эту пенку смыть, и будем ее варить. Фасоль я промыла, отправляем фасоль в кастрюлю. Заливаем водой так, чтобы фасоль была покрыта. И даже с запасом вот так. И ставим на плиту. После закипания уменьшим газ, накроем крышкой и будем варить до готовности. На огне чуть ниже среднего, минимум час, до полной готовности фасоли. Итак, фасоль у нас закипела. Снимем пенку. Закрываем крышкой и уменьшаем газ, так, чтобы фасоль слегка продолжала кипеть. Засекаем ровно час, через час будем проверять. Если фасоль готова, будет достаточно. Если фасоль окажется не готовой, то еще минут 20-30 будем варить. Итак, и тем временем, пока у нас варится фасоль, мы с вами подготовим другие ингредиенты. Значит, нам потребуется 2 килограмма помидоров, вот они у меня здесь под болгарским перчиком, 1 килограмм болгарских перцев, 1 килограмм лука и 1 килограмм моркови. Для начала нарежем лук. Я буду лук нарезать на своем любимом станке. Обязательно луковицу одеваю в плододержатель вот так. И вот такими легкими движениями сначала вперед, затем на 45 градусов. Вперед 45 градусов. Таким образом нарезаю лук кубиками. Если у вас нет такого станка, конечно же, лук можно легко нарезать вручную. Для этого луковицу прорезаем пополам. Вот так. Далее разрезаем на полосочки примерно по 5-7 миллиметров, не доходя до конца. Специально вот эту часть лука оставляем. Значит, потом разворачиваем луковицу и режем поперек. Таким образом у нас с вами получаются кубики, как на пельмени. Станок у меня нарезает вот такими кубиками. Таким образом сейчас полностью нарежу весь лук, затем покажу, что делать с другими ингредиентами. Лук я нарезала, вот такое количество у меня получилось. Пока убираю в сторону, он будет ждать своего часа. Далее у нас на очереди морковь. Морковь натираем на крупной терке, вот на этой стороне. Вот такая стружка у нас получается морковная. Таким образом поступаю со всей морковью. Итак, друзья, морковь я полностью всю натерла. Вот такое количество у меня получилось. Пока также убираю в сторону. Она будет ждать своего часа. Далее на очереди у нас болгарские перцы. Болгарский перец разрезаю пополам. Удаляю семена, плодоножку и перегородки. Дальше разрезаю болгарский перец вдоль. Поскольку у меня не очень крупный болгарский перец, я разрезаю пополам. Получается, болгарский я разделила на четвертинки. Затем тонкими полосками. Болгарский можно нарезать также кубиками, как вам удобно. Я буду нарезать вот такими полосками. Такая соломка у нас получается. Таким образом, сейчас нарежу полностью весь болгарский. Затем покажу, что делать дальше. Итак, болгарский у меня тоже нарезан. Вот такое количество получилось.
На очереди остались только помидоры. Помидоры разрезаю крупными дольками, так, чтобы их легко было поместить в блендер. Помидоры будем измельчать либо в блендере, либо, кому удобнее, могут измельчить в мясорубке. Вот такими крупными дольками разрезаю помидоры, чтобы их легко было поместить в блендер. Помидоры делю пополам так, чтобы вот эта несъедобная часть полностью оставалась на одной половинке. И вот такими легкими движениями ножа вот такой экономичный треугольник вырезаю. Выкидываю, все остальное делю на крупные дольки, вот так. Таким образом сейчас буду развлекаться с помидорами, затем покажу, что будем делать дальше. Итак, друзья, в итоге у меня прошло 45 минут, фасоль сварилась. Газ отключаю и откидываю фасоль на дуршлаг. Оставляю фасоль, она будет ждать тоже своего часа. Тем временем помидоры я тоже нарезала. Отправляю часть помидоров в блендер. Блендер у меня небольшой, поэтому буду перемалывать помидоры частями. Закрываем крышкой, подключаем моторную часть и перемалываем до однородной консистенции помидоры. Перемолотые помидоры перекладываем в отдельную чашку и продолжаем повторять процедуру до тех пор, пока у нас с вами не закончатся помидоры. Помидоры я все перемолола, пока их тоже в сторону. Дальше берем кастрюлю. На дно кастрюли отправляем 250 мл растительного масла. И отправляем целый килограмм лука, который мы с вами подготовили ранее. Все это дело отправляем на плиту, и нам необходимо обжарить лук до полупрозрачности. Лук перемешиваем и обжариваем, как я уже сказала, до полупрозрачности. Итак, друзья, прошло примерно 10 минут. Лук до полупрозрачности у меня обжарился. Далее в кастрюлю отправляем все овощи по очередности. Сначала болгарский перец, морковь и помидоры. Аккуратно все хорошо перемешиваем. Все, массу нашу доводим до кипения. После того, как закипит, уменьшим газ, чуть ниже среднего сделаем и закроем крышкой. Крышку я закрыла. Слегка начинает закипать у меня масса. Как только масса хорошенько прогреется, начнет активно кипеть, я уменьшу газ. Итак, друзья, прошло буквально еще 3 минуты. Масса начала активно кипеть. Еще раз хорошенько перемешиваю. Закрываю крышкой, уменьшаю газ до чуть ниже среднего. И с этого момента засекаю ровно 30 минут. Итак, друзья, активно закипела у меня фасолька. Уменьшаю газ и дожидаюсь, осталось буквально 4 минуты. Итак, друзья, прошло ровно 10 минут. Конечно же, мы не забывали перемешивать все это дело. Посмотрите, какая вкусняшка. Сейчас я вам покажу. Вау! Все, можно в стерилизованные банки отправлять нашу фасольку и закатывать, укутывать. И зимой будет вот такая красота, вкуснота. Вы только посмотрите, как это аппетитно выглядит. Итак, друзья, банки у меня тоже простерилизованы уже. Беру вот такую воронку, очень удобная. Открываю кастрюлю. Еще раз хорошенько все перемешиваю, потому что жидкая часть сконцентрирована сверху, а вся густота внизу. Вот так перемешиваю и заполняю банки. Банки я стерилизовала в духовке при 160 градусах. В холодную духовку поместила чистые вымытые банки и прогрела духовку до 160 градусов. После того, как духовка хорошо прогрелась, банки подержала в духовке еще в течение 10 минут. 10 минут это минимум, обычно 10-15 минут я держу банки в духовке. Когда банка у нас заполнена, крышки у меня также простерилизованы, их я кипятила в сотейнике после закипания в течение 10 минут. Закрываю крышкой, банка горячая, поэтому кухонным полотенцем с одной стороны придерживаю банку, с другой стороны закручиваю плотно крышку. Все, закрученную банку устанавливаю вверх дном. Точно так же заполняю банки фасолью, пока не закончится фасоль. Чуть позже скажу, сколько в итоге у меня получится литровых банок. Вот так прям до полного заполняем. И закручиваем крышкой. Одной стороной полотенца придерживаю банку, другой стороной кручу крышку. Далее банку переворачиваю вверх дном. Все, друзья, я продолжаю развлекаться, чуть позже покажу, что у меня получилось. Итак, друзья, вот такое количество у меня получилось. В итоге 5 литровых баночек. Плюс вот такое количество осталось. Я не стала закатывать уже маленькую банку, потому что очень хочется попробовать с Алексеем эту вкуснятину на нашем мукбанг канале. Посмотрите, как это аппетитно выглядит.
Так, дальше делаем следующее. Дальше нам необходимо будет закрыть банки теплым одеялом. Но это видео я уже буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, переходите на наш мукбанг канал, на котором мы с Алексеем попробуем эту фасоль вместе с вами. Не забывайте подписываться на канал, кто еще это не сделал, и нажимать на колокольчик. Будем рады видеть вас в следующих рецептах. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова. Ну а дальше я накрываю банки своей теплым одеялом и оставляю при комнатной температуре до полного остывания. После чего фасоль наша будет прекрасно храниться при комнатной температуре.